Привет! С вами снова Павел Чар. Я не люблю шутеры. Почему так вышло, расскажу сегодня в рамках новой передачи с рабочим пока названием «Мимо крокодил». Наверное, все привыкли, что у меня на канале сплошь да рядом РПГ. Фраза «опять стрелялки свои играешь» для меня вдвойне оскорбительна, потому что нет, я никогда не играю в стрелялки. В моем плебейском представлении до сего момента любой шутер сводился к поиску выхода с уровня, с устранением врагов. Чтобы исправить свое невежество, я расспросил друзей про этот жанр. Так и родилась эта передача. На что любят смотреть люди? Как ни странно, на других людей в неловких ситуациях. Я посчитал, что забавно наблюдать, как человек играет несвойственный ему жанр. Правила просты: час играть, рассказать, что понравилось в игре, что оттолкнуло, изменилось ли отношение к жанру и почему. Заодно и про любимый жанр упомянуть. И как такая любовь завязалась? Как знать, вдруг вы перемените мнение, откроете для себя неизвестные игры или получите новый опыт. Продолжительность ролика сделать минут 10-15. Для записи подойдет простенький микрофон. Особых навыков не требуется. Просто записываем игровой процесс и высказываем свое мнение. А после нужно предложить друзьям поучаствовать. Давайте разберемся теперь на моем примере. Первый час моих страданий, к счастью или нет, вы не увидите. Не так часто я играю в ПК-игры, не знаком с DOS-боксом, и посему запись у меня не удалась. Фрагмент записался битый. Начнем с названия. Команда знатоков предложила мне классический блуд. Ладно, Блад. Слово исключения был неправ, вспылил. Одно только это слово вызвало в памяти ошибки прошлого и ничего хорошего не предвещало. Сразу вспомнил, как мой одноклассник притащил диск Blood The Last Vampire со словами «Я что, зря деньги отдал?» Ты тоже должен увидеть этот бред. Помню я те полчаса трэша с силиконовыми губами и ужасающими субтитрами, что оставили глубокий отпечаток и расшатали мою психику. Серьезно, это, пожалуй, худшее творение мультипликации. Наравне лишь сгоревший на Ленфильме черно-белый мультфильм «Сказка о попе и работнике его балде» 1933 года на музыку Шостаковича. Однако игре название подходит. Крови будет много, сюжет завязан на мистических событиях. Судя по предыстории, я ковбой. Бывший. Настолько давно бывший, что еще несколько минут назад был совсем мертвый, а теперь не совсем. Да, зомби-ковбой, отлично. Что делает ковбой, когда видит плохих парней? Наказывает и карает. Поэтому не станем нарушать традицию. К слову о сложности, она имеет здесь несколько вариантов. Поначалу я геройствовал недолго, пока не выбрал совсем уж детскую сложность. Это уже весомый плюс. Не надо огород городить и выдумывать себе приключения. Поставил сложнее, враги добавились. Рукожоп-казуальщик, значит, играй на легком. Определенный плюс, так как пройти игру можно заново, при этом изменится передвижение и стиль. Помимо сложности, игра начала напрягать меня сразу своим норовом, ведь в оконном режиме разные форматы разрешений. После заставок разрешение сбивалось, и в самой игре начинались танцы артефактов с кракозябрами. Те, кто пишет видео про досовские игры, давно с таким знакомы, а для меня был неприятный сюрприз. Управление показалось ужасающим. Долго не мог понять, а как же бегать? Оказалось, зажав правую кнопку мыши. Стрейфить, или как это движение в бок называется, я так и не научился. Неудобная для меня раскладка. Впрочем, все можно перенастроить, но мне для полноты впечатлений хотелось поиграть именно со стандартным управлением. Из коробки. Со временем начинаешь втягиваться в процесс. Положительно хочу сказать про секреты. Их поиск подогревал мой интерес к прохождению. Хочешь — изучай досконально карту. Не хочешь — так беги. Никто не принуждает. Уже с самого начала игра радует разнообразием вооружений. Наверняка я попробовал не все, но успел подержать вилы, ракетницу, дробовик и динамит. От ракетницы враги воспламеняются и бегают с воплями. От динамита взрываются и лежат кусочками, дымятся. А с вилами можно почувствовать себя итальянцем, поедающим спагетти а-ля болоньезе. Когда приверженцы жанра говорят о шутерах, зачастую проскальзывает слово «мясо» и его производные. В этой игре все в порядке.
Все как положено. Мясистые взрывы, мясистые удары и выстрелы определенно понравятся знатокам или заплечных дел мастерам. Тут и там пролетают с похлюпыванием оторванные логотипы компании ВИД, слышится завывание сектантов, маниакальный смех и рычание нашего героя, обещающего устроить гадам кровавую баню. Музыка, тусклое освещение и противные декорации играют на атмосферу. Уровни продуманные, с интересными закутками, лесенками, окошками. Создается ощущение связанности и целостности. Ничего из этого мирка не выбивается. Понравилась ли мне игра? Понравилась. Несмотря на то, что инфернальную тематику я не люблю, определенное удовольствие от игры я получил. Чувствуется, что создатели в нее вложили много сил и труда. Особая благодарность за пасхалки и шутки. Без них все было бы иначе. Повторюсь, мне интересно искать секреты. Разнообразное оружие тоже пришлось по вкусу, так как одни и те же участки карты я проходил разными способами. То с ракетницей, то с динамитом. Отмечу и то, что было несколько неожиданных моментов. Например, когда зомби поперли со всех сторон из-за фальшивых стен в комнате. Игра хороша для своего времени и любителей. Благодаря ей я узнал массу нового про жанр. И теперь, если я вдруг начну играть в другие шутеры, появится пример для сравнения. Ведь Blood – игра ладно скроенная, со своими особенностями. Игра, вышедшая на стыке эпох во время перехода к полной трехмерной графике. Звезд с неба не хватает, но в чем-то веховое. Отличное средство выпустить пар. Честно скажу, совместное, поочередное прохождение с друзьями было бы для меня гораздо веселее. Появилась бы мотивация и элемент соревнования. Кто дальше зайдет и дольше продержится. Для меня маловато сюжета, а следовательно, нет цели. Не буду лукавить, до конца проходить Blood пока не стану. Но по крайней мере, курс шутера для самых маленьких пошел мне на пользу, и я получил новый игровой опыт. Друзья, мне интересно почитать, верно ли я оценил игру и жанр. Напишите в комментарии, нравятся ли вам шутеры, какие и почему. Я же не зря сказал, что окружение, время и возраст влияет на восприятие. До 2003 года у меня не было компьютера, поэтому я пропустил все с ним связанное. Никто ведь не станет отрицать, что шутеры и квесты, например, напрямую связаны с компьютером больше, чем с приставками. Мои игровые пристрастия определило время и обстановка. Жил-был я. В 90-е бегал по стройкам, гаражам, лазил по деревьям и катался на велосипеде. Трубочка с рябиной – грозное оружие. А уж если примотать к ней палец от медицинской перчатки... Впрочем, убойная сила была слишком велика, в людей я так не стрелял. В ножички захватывал землю, а порой даже с девчонками прыгал в резиночку. Колонки повсюду, а инвайт всегда с собой. Бутылки были за валюту, и не считалось зазорным их собирать. Ждал черепашек по телевизору, а потом снова бежал гулять. Да, дети тогда еще гуляли, а те, кто сейчас с упоением вспоминает про бесконечные посиделки с приставкой, искренне мне их жаль. Такое впечатление, что выросли люди как репей, без присмотра. Попробуй-ка я без выполнения домашки сядь за приставку. Много читал. Джек Лондон, Купер, Майн Рид, Жюль Верн. Библиотека постепенно, но поддавалась. Затем началась переписка по почте, аниме на Савеловском, тоже все сплошь классика. Тетрис, Дэнди, Сега. Время бежало, менялись приставки. В начале нулевых на рынке в мытищах была точка по обмену игр, а когда на смену моей Sega пришла PlayStation, я получил новые для себя диски с 8-й Final Fantasy на японском языке. Здесь роль сыграло все, и отсутствие компа, и приключенческие книги, и просмотренное аниме, и сочная по тем временам графика и звук. Контраст после Сеги был колоссальный. Сыграло роль даже то, что все картриджи я поменял на диски. Иероглифы команды выписывались в тетрадь с пометками. Так я прошел половину первого диска и начал копить на издание от РГР, служившее тогда эталоном. Понятно стало. Это мой жанр. Вот средневековые с виду сектанты. Сидят в баре в свободное от злодейств время, потягивают томатный сок или что у них там, и слушают на музыкальном автомате вопли и стоны. Думаю, у них и студия грамзаписи должна быть с каким-нибудь громким названием, типа «Ягненок». Ведь пластинки в аппарат откуда-то берутся. Считаю, что игра, как и любое произведение искусства, несет в себе посыл.
Я говорю про игры с большой буквы, а не про поделки. И не столь важен здесь жанр. Сегодня многообразие жанров способно угодить самому взыскательному гурману. Однако зачастую окружающие игроков люди считают это ребячеством. Замечу, что человек по сути своей ребенок любознательный. И пока во взрослых прячется любознательность ребенка, человечество живет. Друзья, заходите в мою группу, чтобы поучаствовать в проекте, и просто так тоже заходите. Все новости про мое творчество появляются в группе в первую очередь. Ой, я в дверь убился. Пишите комментарии, ваше мнение важно и интересно мне. Благодарю всех собеседников за помощь и интересные точки зрения. Спасибо за просмотр. Пока.